Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, и вы на канале Мотомаксимус. В этом коротком, но интересном видео я хочу рассказать вам о том, что предшествовало моей поездке на край земли, на русский север. Дело в том, что в сезоне 2021 года я наконец-таки осуществил свою давнюю мечту и пересек полярный круг, доехал до Кольского полуострова, посетил Териберку, пожил там несколько дней. В общем, это было очень интересное и увлекательное приключение, о котором я сделал большой и, я надеюсь, очень интересный фильм, который уже залит на канале. Поэтому, если вам не терпится и хочется все увидеть, переходите смотреть большой фильм. Но если же вы хотите узнать о том, что предшествовало этому фильму и проникнуться полноценно всей атмосферой, которую испытал я советую вам не переключаться и досмотреть этот короткий ролик до конца. Ну и теперь давайте по порядку. Начнем с того, что в конце сезона 2019 года я задумал большое путешествие длиною 5-7 тысяч километров. Вернее, как задумал, мне очень захотелось отправиться в такое путешествие. И как некую точку для себя я поставил мыс Нордкап. Не знаю почему, но меня давно манил север. Я пересмотрел очень много фильмов про путешествия в Карелию, про путешествия на Кольский полуостров, в Норвегию. И вот мыс Нордкап, он давно сидел в моей голове, и мне хотелось его посетить. Итак, в конце 2019 года, несмотря на то, что нам вовсю рассказывают о новой инфекции, которая распространяется по миру, я закупаю теплые вещи, я переподготавливаю свой мотоцикл, я строю какие-то планы по поводу моего большого путешествия. Идея была такая: доехать до Карелии, оттуда попасть в Финляндию, с Финляндии в Швецию, наверх в Норвегию, а уже посетив точку мыс Нордкап, по островной части Норвегии спуститься вниз и захватить еще, возможно, прибалтийские страны. Но, сами понимаете, начался сезон 2020 года, и он нас встретил ограничительными мерами в виде закрытия границ, в виде наложения всяких ограничений. И это было что-то новое, я думаю, многие из нас этого не ожидали. И я никак не мог поверить в то, что я никуда не поеду. Визовые центры отказывались брать документы, так как понимали, что никаких виз не будет, все границы закрыты. И вот приблизительно в таком подвешенном состоянии, еду не еду, с непониманием того, будут открыты границы или нет, я просидел весь 2020 год. Признаюсь вам честно, все ждал чуда, что границы откроются и я поеду. Ну и когда летом уже стало понятно, что никуда я не еду, я, соответственно, решил уже никаких больших планов не строить, потому что, как-то, вот знаете, боевой настрой пропал куда-то. И у меня было небольшое путешествие по Дагестану уже буквально осенью, в сентябре месяце, после чего я, в принципе, не отказываясь от идеи поехать на север, закрыл мотосезон 2020 года и стал ждать сезон 2021 года, чтобы все-таки это путешествие осуществить. Но так как мы уже в конце 2020 года все с вами жили в реалиях вот этих всех ограничений, я для себя четко поставил следующую задачу, что если приблизительно к маю-апрелю 2021 года границы откроют, и я все-таки смогу подать документы на шенгенскую визу, я тогда однозначно уже буду строить маршрут на Норвегию, точнее он уже был построен, в общем буду ехать в ту сторону. Ну а если уж эта вот непонятная ситуация с ограничительными мерами продолжится, то я запланировал посетить уже Карелию и русский север, потому что вот был какой-то незакрытый гештальт, очень хотелось мне пересечь полярный круг. В общем, так и получилось, по сути, никакие границы никто нам не открыл, и я запланировал поездку на вторую половину июня 2021 года. И вот тут, друзья, начинается самое интересное. Можно назвать это мистикой, можно назвать это предрассудками, считайте как хотите, но я думаю, что следующий мой рассказ, он будет о том, что очень важно слушать себя и прислушиваться к себе. Это очень важно, и сейчас вы, я думаю, поймете, о чем я говорю. Итак, я беру отпуск в начале июня 2021 года, праздную свой день рождения, и буквально через 2 дня после этого на полностью подготовленном и снаряженном мотоцикле я выезжаю в сторону русского севера, в сторону Карелии, в сторону Кольского полуострова. Для начала, думаю, будет не лишним сказать то, что обычно во все свои путешествия, я их всегда планирую и всегда заранее к ним готовлюсь, я всегда легко собираюсь, легко, непринужденно, весело как-то все идет классно, и нету никакой, знаете, тени сомнения, надо мне это или нет. В этот же раз все шло очень сложно, не могу до конца я проанализировать, с чем это было связано, но говорю как есть.
И так день старта, утром я проснулся и, собираясь в дорогу, понимаю, что-то, знаете, вот как тебя держит, вот не дает тебе уезжать, но поймите меня правильно, отпуск он не вечен, его всего 3 недели, километраж у меня был почти 10 тысяч, и я понимаю, что мне нужно уложиться в эти 3 недели и ехать, собственно, надо. Я, значит, собираю волю в кулак, сажусь на мотоцикл и выезжаю. Стоит мне отъехать от дома буквально, я не знаю, 15 километров, проехать ближайший населенный пункт, как записывая какое-то уже в дороге видео, что-то болтая на микрофон, мне вот такой вот булыжник прилетает в визор моего шлема. И такой, знаете, как пробуждение, с утра такой бабах, удар. Вот, ну, от дома отъехал 10-15 километров, и я тогда еще прям вслух говорю, черт побери, что происходит? Меня что, дорога не пускает, что ли? Ну, вот как-то, знаете, все это в шутку, сам с собой, думаю, ну, ладно. Предрассудки в сторону, едем дальше. Еду, как всегда, по М26 в сторону М4, в сторону, соответственно, Ростова. И чувствую какую-то ломоту в мышцах, какую-то усталость. Не могу понять, с чем связано, но, в общем, стараюсь на это не обращать внимания, еду. Доезжаю до Краснодарского края, пересекаю границу с Краснодарским краем, заезжаю на какую-то большую заправку «Лукойл». Я люблю такие заправки, там можно отдохнуть, попить кофейку. Соответственно, заправил мотоцикл, на самое видное место выгнал свой мотоцикл, перед зонтиками, перед столиками, взял себе пережженный кофеек, который в дороге всегда почему-то вкуснее, чем он на самом деле, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И сижу, значит, за столиком под зонтиком, пью свой кофе и любуюсь своим мотоциклом, уже предвкушая свое путешествие на край земли. И тут передо мной паркуется огромный джип Infiniti, значит, там водитель с кем-то увлеченно болтает по телефону, ну, как бы я без задних мыслей, он меня объехал, стоит. И благо я продолжаю наблюдать за своим мотоциклом, он включает заднюю передачу и начинает на всех парах сдавать назад. Я уж не знаю, каким чудом, я подскочил, закричал «Стой!», у него окна, благо, были открыты. Он меня услышал, ударил по тормозам, ну вот, друзья, вот жаль, камера не была включена, вот буквально вот на таком расстоянии он остановил свой джип возле моего мотоцикла, выбежал, сам, конечно, тоже распереживался, извинился, говорит, слушайте, давайте я вам там бензин оплачу, кофе. Я говорю, слушайте, да, я все понимаю, слава богу, что так закончилось. Ну вот, не обрати я на это внимание, или он там не обрати на это внимание, он бы снес бы к чертовой матери мотоцикл, скорее всего, он бы пострадал, это ДТП, и вообще бы, наверное, было бы что-то нехорошее. Ну, в общем, осадочек такой у меня остался. Я, конечно, продолжил свой путь дальше, но ехал я с какими-то такими уже, знаете, не очень лицеприятными мыслями. Опять вот эти вот в голове у меня я начал переворачивать, что за ситуации такие, да, в первый день путешествия. Неужели на самом деле мне кто-то или что-то подсказывает, что мне пора разворачиваться и ехать обратно? Потому что я всегда прислушиваюсь к себе и смотрю вот на такие вот знаки и знамения, скажем так. Ну, в общем, предрассудки предрассудками, ехать надо. Я, как всегда, добил до Ростова, пересек границу Ростовской области. Ну и там, обычно это где-то середина дня, я отмахал там 500 километров. И обычно всегда там я обедаю. Ну, думаю, сейчас я по привычке съеду куда-нибудь в поле, там, куда-нибудь на природу, достану свою еду, перекушу и буду выдвигаться дальше. И вот тут произошло вообще самое непонятное, до сих пор я не могу объяснить, как это все случилось. Я съехал буквально чуть-чуть от асфальта, проехал и, разворачиваясь на ровном месте, вот там буквально на около нулевой скорости, у меня переднее колесо наезжает на какой-то там мягкий грунт, куда-то в юз уходит. В общем, через секунду мой мотоцикл лежит на земле, а я рядом с ним стою. Я как бы не упал, ничего, просто он из-под меня вылетел и лежит. И вот в этот момент я сказал себе стоп. Так, ну что могу сказать? Что-то поездка не задалась. Что-то не то, сил мотоцикл поднимать нету, настроения нету, что-то все не так. Ну, в итоге я поднял мотоцикл, перекусил и уже на полный желудок, проанализировав все, я понял, что это как раз тот момент, знаете, когда один раз это может быть случайность, 2 раза это совпадение, а 3 раза это закономерность. И все-таки я решил, что это уже закономерность, и кто-то, что-то, не знаю, меня, в общем, не пускает. Соответственно, по пути всем отзвонился, меня несколько людей ждали, там и в Ярославле товарищ ждал, и в Воронеже ребята ждали, и там дальше. Я говорю, слушайте, ребята, что-то у меня не пошло, я возвращаюсь назад. Соответственно, вот со всеми этими мыслями я еще поборолся в течение, там, не знаю, получаса, и все-таки принял решение, развернул мотоцикл на 180 градусов,
и поехал в сторону дома. Сами понимаете, да, это было непростое решение психологически, но тем не менее я его принял. Ну и уже без каких-то эксцессов я спокойно, уверенно, но спокойно доехал до дома, попал по пути в дождь и, заехав домой, вы знаете, я до конца, вот еще вечером ходил там, ужинал, купался, и вот я был в таких размышлениях, а правильно ли я поступил. Надо ли было мне возвращаться домой? Может быть, стоило мне все-таки не обращать внимания на вот эти все знаки и знамения, не искать причины, чтобы вернуться, а продолжать свой путь, и все было бы хорошо. Ну вот с такими мыслями приблизительно я и заснул. Но дело в том, что ответ, окончательный уже для меня, ответ на мой вопрос, правильно я поступил или нет, ждал меня утром. Я проснулся с температурой под 40, совершенно разбитый. Совершенно вот без сил, и так провалялся, наверное, 2-3 дня. Уж не знаю, то ли я выехал сразу в сторону севера заболевшим, и поэтому мне так дискомфортно было, а все остальное просто наслоилось. То ли я там простудился на обратном пути, попав в дождь, ну что маловероятно. Ну, в общем, все факторы на следующий день открылись мне с другой стороны, и я понял, что оказаться где-то уже в Воронеже больным, ну, это было бы не так прикольно, как то, что я вернулся домой и спокойно могу здесь отлежаться. Ну и вот, в общем, все это переварив, я понял, что все-таки правильно я сделал, что прислушался к себе. И отлежавшись 2-3 дня дома, я там быстренько витаминчиками прокапался, здоровье в порядок привел. И понимая, что у меня еще от отпуска осталось 2 недели, я немножечко сократил свой маршрут северный и выехал в сторону полярного круга уже 2-й раз. И вот в этот 2-й раз, друзья, уже все случилось так, как должно было случиться. Все было классно, все было супер, как я и запланировал. И об этом, собственно, тот самый большой фильм, который уже ждет вас на моем канале. Я желаю вам приятного просмотра. Надеюсь, что и это видео было снято мною не зря. И фильм, над которым я работал больше 2 месяцев, вам понравится. И если вас не затруднит, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Путешествуя уже 15 лет на мотоцикле, для себя я определил, что все-таки слушать себя и смотреть на знаки нужно и важно. Друзья, обязательно посмотрите большой фильм о моем северном приключении, берегите себя, ну и, конечно же, путешествуйте. И всем добра!